Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим текущую ситуацию, что происходит, чего ожидать. Так, ну вот вопрос, который всех волнует сейчас в наибольшей степени, это что будет с нефтью. Но нефть мы вот неоднократно рассматривали и рассматриваем постоянно. Сейчас как бы текущая ситуация указывает на то, что вполне вероятно будет движение. И это движение, оно приведет вот сюда вот на 18,5. То есть это произойдет в том случае, если не будет устранен дисбаланс между спросом и предложением. Надо понимать, что здесь как бы текущая вся ситуация, она происходит исходя из того, что есть дисбаланс. То есть все остальные там эти конфликты, упреки там туда-сюда, это все вторично. Есть дисбаланс, есть производство. Это производство, которое осуществляется, его не поглощают. Соответственно, что происходит? Происходит снижение цен. Если цены, для того, чтобы цены не снижать, надо снизить производство. Но при этом потребление упадет, то есть будут меньше потреблять по более высокой цене. И поэтому здесь то, что сейчас происходит, это выравнивание равновесия. Там никакие не это самое войны. Ну, есть, конечно, отжим с рынка. Саудиты пытаются отжать с рынка. Такое есть. Но на самом деле, то есть, я думаю, независимо от договоренности, они бы все равно какие-то недобросовестные действия предпринимали. Потому что у них бюджет вот-вот начнет трещать по швам. Очень много они проектов затеяли глобальных по строительству. И, конечно, они там, допустим, те же там и города в пустыне и новые солнечные фермы, они могут заморозить строительство. Но тогда эти деньги, они просто начнут осыпаться, потому что любая стройка, ее, во-первых, нужно законсервировать, во-вторых, она до бесконечности не будет стоять, там будет разрушаться и приходить в упадок. Так, что касается нефти. Сейчас у нас вот по месячным графикам пока разворот не произошел, то есть есть формация, которая движется вниз, и она пока еще не завершена глобально. Но если мы посмотрим с вами месячный график, то можно обратить внимание на то, что есть определенная закономерность. Вот начиная с 2019 года, каждые 4 месяца что-то происходит и наблюдается всплеск стоимости по нефти. Там апрель 2019 года, потом сентябрь 2019 года, там атака была саудовского объекта. Потом январь 2020 года, где убийство иранского генерала. То есть вот есть определенная закономерность. Сейчас цикл, каждые 4 месяца происходит какое-то ЧП, и в силу этого ЧП происходит всплеск роста цен на нефть. Ну где-то к 71-75. Да, до этого не было таких пробоев и ухода на тестирование 25 долларов за баррель, 27 это минимальная цена была в январе 2016 года. Но тем не менее, вот я вполне допускаю, что может быть, вот как раз то, что не стали поднимать ставку, это связано с тем, что либо ожидает, что что-то произойдет. Это не значит, что там Центробанк как-то в этом участвует. Ну, вот я просто график открыл, посчитал, бах, каждые 4 месяца что-то происходит. Ну, наверное, как бы в ЦБ там сидят многие люди, которые они, наверное, и более осведомлены и обладают большими навыками в этом вопросе. И они, я уверен, могут вполне как бы такие закономерности, которые визуально определяются, или в Excel рассчитать и принять во внимание. То есть вполне может быть так, что, допустим, отложили до апреля, до середины. Если ничего не произойдет, там тогда ставку будем подкручивать. Никуда тут не деться. Вот. Потом, обратите внимание, сразу как только цена на нефть упала, сразу США предложили ввести эмбарго против Саудовской Аравии и России. И сразу какие-то начались боевые действия на Саудовском полуострове. Там йеменские повстанцы там начали ракеты активно применять и угрожать и так далее и тому подобное. Касательно санкций против нефти, ну смотрите, американцы, вот пока будет нефть, они никогда никаких санкций против саудитов не применят. Потому что Саудовская Аравия это ключевой центр по формированию так называемого нефтедоллара. То есть когда торговля нефтью ведется в долларах. Если США ведут санкции против Саудовской Аравии, система нефтедоллара, если не рухнет, она может кардинальные изменения получить.
И поэтому я не знаю, что должно произойти для того, чтобы Штаты против саудитов ввели какие-то санкции серьезные. Да, там какие-то инциденты с журналистами были, кого-то они щучили отдельно. Но глобально против Саудовской Аравии они ведут санкции только тогда, когда она уже в плане нефтяной супердержавы не будет представлять никакого интереса. Касательно санкций в нефтяной сфере России, да, они там будут накладывать, продолжать ограничения в части добычи, передачи технологий по добыче, там горизонтальное бурение, по глубоководному бурению и так далее. То есть, чтобы российские компании, они не имели возможность осуществлять конкурентную добычу трудноизвлекаемых нефтяных и газовых запасов, потому что эта ниша, она всецело как бы находится в ведении США и тех компаний, которые ведут добычу сланцевых ископаемых углеводородов. Вот. Но глобально вводить против российской нефтянки санкции. Сейчас США активно закупает тяжелую российскую нефть, потому что она им нужна для определенного цикла нефтепереработки. У них таким образом настроены нефтяные заводы. Для того, чтобы от этого перейти, им потребуется какое-то время, возможно, даже полгода, может быть больше. Без крайней необходимости на такой шаг они не пойдут. То есть какие-то конкретные санкции против там отдельных лиц они могут ввести. Против нефтянки они санкции не ведут. То есть американцы, они действуют очень прагматично. Они рубят то, что им мешает. Добыча и продажа нефти России для Америки им не мешает. Им могут мешать какие-то конкретные персонажи. Им может быть невыгодно передавать определенные технологии, потому что если Россия сможет высокоэффективно добывать трудноизвлекаемые запасы, эта ниша, она является конкурентной для американских сланцевиков. А американцы своих не продают. Вот. Итого, ждем до середины апреля, что произойдет. Будут ли какие-то инциденты, какие-то военные конфликты, или, возможно, там какие-то что-то может произойти, то, что поднимет цену на нефть. Далее, если апрель проходит, никакого инцидента не происходит, цена на нефть не поднимается. Дальше начинается май. Май – это автомобильный сезон в США, в Европе и так далее. Все садятся на машины и куда-то едут. Там отдыхать по стране и так далее. Активизируется спрос на бензин. То есть в мае может сам по себе вырасти спрос на нефтепродукты. Это может в значительной степени поддержать спрос цен на нефть. Кроме того, прогнозируется, что где-то в мае, в июне, возможно, начнется восстановление экономики Китая. Если таковое будет иметь место, то в совокупности с ростом спроса на нефть мы можем вполне в мае увидеть какой-то рост цен на нефть. Если еще при этом будет инцидент в апреле, очередной, плановый, который раз в 4 месяца происходит для того, чтобы в тонусе держать цены на нефть, то мы увидим, что по нефти все будет отлично. Вот. Но по крайней мере на 40-45 ее выведут. Если вот такого не произойдет, то есть ни в апреле события, ни в мае роста спроса на нефть, то в этой ситуации либо ЦБ будет вынужден увеличивать ставку ключевую, и причем не на 1%, и даже возможно не на 2%, и даже возможно не на 3%. Иначе мы увидим очень сильное и энергичное движение рубля вниз против доллара. То есть здесь будет и 86, и потом 94, и потом 102 и так далее. Но здесь никакого Армагеддона нет, здесь элементарные правила и платежный баланс. Когда говорят, что есть там много резервов золотовалютных, я не уверен, что эти золотовалютные резервы будут использовать для того, чтобы поддерживать приемлемые и комфортные условия для жизни граждан и населения. Скорее их применят для каких-то других целей. А население будет расплачиваться через девальвацию очередную и через налоговый пресс усиленный. Вот. И поэтому здесь, я думаю, никаких иллюзий не будет. Либо будут вынуждены ставку увеличивать, либо пойдет расти цена на нефть. Потому что если ставку не увеличат, то мы увидим при такой нефти, как сейчас, 25-30 долларов, я не беру даже в расчет спускание на 25-20 и ниже. То есть 25-30 это курс доллара должен быть в диапазоне 82-86 рублей.
и его, скорее всего, туда отпустят. Потому что никто резервы прожигать ради населения, я так предполагаю, не будет. Так, это месячный график. Давайте рассмотрим более детально недельный график. Но недельный график здесь, конечно, не сказать, что он супер-пупер, но, по крайней мере, здесь есть основания полагать, что произошел удар в сильный уровень, и здесь мы получили таким образом двойное дно. Сейчас все зависит от того, как будет закрываться эта неделя, и как будет торговаться начало следующей недели. Исходя из этого, с достаточно высокой вероятностью можно будет понять, какой ход дальнейших движений цен на нефть предполагается. Но смотрите, на дневном графике у нас здесь зафиксирована разворотная формация, которая подтверждается объемами. Цель, которую должна отработать эта формация, находится в районе 33.85 и 36.73. То есть вероятность того, что на 33.85 сходит бренд на, наверное, процентов, я думаю, 40, и еще процентов, даже не 40. То есть если как бы в совокупности рассматривать, она процентов 70. И вот вероятность из этих 70%, что она когда сюда дойдет, она пойдет выше, наверное, процентов 30. И 70%, что отсюда она отрикошетит и вернется либо на 31, либо пойдет ниже, вот сюда, вот в этот диапазон. Технически, вот для того, чтобы эта формация закрылась, нужно движение сюда. То есть вот как она пробьет сначала 31, закрепится, если закрепится, и потом отработает 33.85, исходя из того, как она будет осуществлять дальнейшее движение, мы сможем с определенной степенью вероятности спрогнозировать, будет ли движение на 36.73 и будет ли здесь закрепление. То есть пока я вот исходя из этого вижу, что высока вероятность в ближайшее время поход сюда и сюда. Но и у нас, смотрите, у нас здесь приближается начало апреля и середина. То есть вот здесь в соответствии с предыдущим распорядком, графиком, необходимо какое-то событие X в период с 1 апреля по 12 ко дню космонавтики, которое вознесет нефтяные котировки на 66.71. Я не знаю, что это будет, но учитывая предыдущую практику, как это происходило, такое вполне может быть. Тем более там уже начали повстанцы йеменские барагозить. Я думаю, ситуацию вполне как бы за неделю, за две, за три раскачают так, что что-то там полыхнет. Или что-нибудь взорвется или произойдет. Поэтому здесь как бы надежда на то, что в апреле произойдет там какой-нибудь инцидент. Конечно, плохо так говорить, неправильно, но что делать? И то, что в мае начнется автомобильный сезон в США, Китай начнет постепенно прочухиваться после карантинов. И вот в совокупности, если эти два события произойдут, то мы вполне как бы летом можем увидеть цены на нефть выше 45, это точно. Если первое событие не произойдет, то будет эпоха низких цен до мая. В мае наверняка как бы цена выровняется, подтянут на 30-35. С учетом автомобильного сезона в США может быть и выше. И потом летом, наверное, как-то нефть она будет раскочегариваться. Вот. Но в любом случае, то есть если нефть не загонит выше 45, то рубль-доллар будет находиться, то есть доллар будет дороже 71 рубля. Вопрос насколько? То есть если текущие уровни нефти, они соответствуют цене от 81 до 86. Если нефть в диапазоне от 25 до 30, равновесное значение валютного курса находится где-то 81-86 по моим подсчетам. То есть это не значит, что это абсолютно так, но я вот, скажем так, определенные закономерности здесь нашел. Так, давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Так, на 4-часовом диапазоне здесь отбой от вот этого сильного уровня 31 и возврат вот в эту проторговку, которая на уровень 26. Либо вот сейчас произойдет проторговка и разворот на 27,9, или будет возврат на 25,9, и здесь после проторговки она, в том случае, если не произойдет пробитие 24,50,
она может отсюда постепенно начать ползти вверх и повторно тестировать вот это значение. Вот. Но все-таки здесь слишком большие объемы прошли. Я думаю, что вероятность пробития 31 и закрепления, она достаточно большая. То есть вот такие движения, они часто происходят в преддверии каких-то существенных событий. Конечно, это не значит, что вот оно железно будет так. Здесь я вам ничего не могу гарантировать. С учетом еще того фактора, что есть значительный перекос в спросе и предложении и огромное количество нехватающей долларовой ликвидности, которую извлекают для продажи активов и где-то для покрытия маржин-коллов. Вот. Это все может поколебать хрупкое равновесие в любой момент. По нефти часовик указывает на то, что сейчас возможна разворотная формация. Здесь свечная формация на разворот вблизи сильного уровня. И если вот не будет пробития 27.37, 27.35 на растущих объемах, отсюда мы пойдем отрабатывать 30.28. И в случае закрепления здесь дальше рывок и пробитие 31. Но цена никогда не идет прямо, она всегда идет в виде колебаний. Но здесь как бы вот это данное колебание, оно продолжит свое движение в этом же русле, если не будет вот этот сильный уровень пробит и цена не начнет здесь закрепляться. То есть идет сюда, вот здесь торгуется, здесь пробивает, все отлично. То есть дальнейший ход это 33. Ну и 15-минутка аналогичная, то есть здесь очень высока вероятность движения на 29,2. И следующая цель это 30,45. Вот здесь если закрепление, дальше рывок, пробитие, уход наверх. Сейчас идет проторговка в рамках 15-минутной формации. Но опять же, исходя из 15-минутки, достаточно высокая вероятность, что вот это не будет пробито. И здесь после проторговки, после вот этого всего хода, который здесь будет осуществляться, будет набор позиций. И первая цель движения 29.18. Все, по нефти разобрались, сейчас по бумагам.